программа, которая у нас направлена на работу с мимическими морщинками, и хочется дополнительного уплотнения кожи, особенно в зоне вокруг глаз, лоб и зона носогубного треугольника. Мы будем использовать два активных препарата. Это филлер с гиалуроновой кислотой и коллагеновый бустер от морщин. Оба препарата направлены на то, чтобы максимально разгладить морщинки и привести мимическую активность в максимально нормальное состояние. У меня уже подготовленное лицо, я уже очистила и протонизировала тоником с АХ-кислотами. Тоник с АХ-кислотами нужен для того, чтобы мы снизили сопротивляемость эпидермиса, и тогда активные компоненты, именно фрагменты гиалуроновой кислоты и молекулы из коллагенового бустера, они более интенсивно будут проникать и работать на клеточном уровне. Работать я буду изначально манипулой Деликат. На аппарате выставляем режим минус. Время, интенсивность я регулирую под себя, где-то ставлю на единицу. Наносим филлер. Напомню, что филлер, он у нас состоит из фрагментированной гиалуроновой кислоты и работает для разглаживания морщин, для заполнения морщин и для лифтинга. То есть вот у него основные задачи это именно заполнение и лифтинг. Наносим на зону лба. И начинаем с центра лба. Несколько движений в одну и в другую сторону. Я данную процедуру провожу на версии для индивидуального применения. Каждую зону будем прорабатывать по 3 или по 5 раз. Ну, если хочется, если вот в самостоятельном уходе, можно, наверное, акцент сделать больше проходов, да, где какие-то проблемные Да, зоны. конечно. Ну, допустим, у меня вот есть вот здесь на спинке носа залом. Во время улыбки он очень прям у меня прорисовывается. И есть еще здесь морщинка. То есть, если у нас акцент на морщинке идет, то можно вот такими, да, более интенсивными, такими спиралевидными движениями все выполнять. Но вначале мы движемся линейной техникой от центра лба, таким полукругом, как будто повторяем очертания бровки и уходим в височную область. Дальше со второй стороны, с левой стороны это у меня, точно так же повторяем в височной области. Мы сейчас работаем с минуса, правильно? Внедряем филлер. Да, по филлер геля. Есть легкое нажатие у нас в начале и в конце каждой линии. Я напомню, что филлер, он впитывается достаточно-таки быстро, поэтому я также работаю быстро сейчас. То есть не так медленно, когда мы, например, делаем лимфодренаж в таком более спокойном темпе. С филлером здесь мешкать нельзя. Мы его нанесли и сразу же приступили к внедрению, потому что вот в височной области я уже чувствую, он начинает подсыхать. Но хочется все-таки сделать акцент на зонах, которые вот конкретно волнуют, допустим, меня. Вот здесь у меня есть там полморщинки с одной стороны. И также вот здесь у меня собираются некоторые складочки. Что еще мне нравится в филлере, то, что он достаточно хорошо осветляет кожу. То есть на зоны с пигментацией мы также можем делать акцент. Дальше работаем с веками. Небольшую капельку филлер геля наносим на верхнее веко, под глаз, обязательно зона лучиков, и немного растягиваем на лоб, потому что здесь у нас будут идти движения для лифтинга века. То есть процедура мезолифтинг, напомню, называется. Мы работаем и на насыщение кожи. Можно интенсивность подкорректировать, как до приятных ощущений. Под себя настраиваем. У меня это в районе 2,5. Ну, это индивидуально. Да, каждый под себя настраивает. Вот. Про мезолифтинг, да, вот про саму программу, что хочется еще пару слов сказать. То есть она состоит из нескольких этапов. Это насыщение кожи. В данном случае мы насыщаем кожу гиалуроновой кислотой. И один из этапов это именно лифтинг. И сама фрагментированная гиалуронка, она направлена на плотность, на осветление кожи, и лифтинг колоссальный дает. И параллельно аппарат у нас работает также на лифтинг.
все движения, то есть сама техника выполнения, она также у нас дает максимальный лифтинг-эффект. Поэтому я здесь не выполняла никаких дополнительных этапов в плане лимфодренажа, допустим. То есть мы подразумеваем, что данную программу вы будете выполнять уже после того, как сделаете несколько программ детокс плюс фейслифтинг. То есть когда уже вы нормализовали лимфоток, уже все хорошо, все обменные процессы откорректированы, и тогда можно приступать к насыщению кожи такими вот препаратами направленного действия, как коллагеновый бустер от морщин или вот филлер-гель. В данной программе мы используем 2 этих препарата, потому как задача стоит интенсивной программы по коррекции мимических морщин. Программа всесезонная, но очень хорошо ее будет использовать, вот особенно в летний период, особенно девочки, которые не любят носить там очки, панамочки какие-то, или вот когда начинаем мы более интенсивно щуриться на солнышке и морщинки прорисовываются. Вот в таких вот случаях, конечно, нужно будет сделать несколько программ. Ну, опять-таки, все достаточно таки индивидуально. Кому-то будет достаточно 3 процедур мезолифтинга через день, а в некоторых случаях, возможно, понадобится даже около 10 программ через день. А вот ты сейчас конкретно ты с чем работаешь? Сейчас я делаю по филлер-гелю. Вот я пока разговаривала, я не посчитала количество проходов, но я уже больше ориентируюсь на впитываемость самого филлер-геля. Я нанесла его плотным слоем, то есть не маленькую капельку нанесла, я его сейчас вот продемонстрирую как раз на щечке. Где-то 1 миллилитр я беру, распределяю. Вот такие как размашистые у меня движения идут, и я его сильно не втираю. И сразу же приступаю к внедрению. Можно немножко еще на подбородок добавить небольшую каплю. Акцент здесь будет сейчас на носогубной складке. От носогубной складки мы пойдем все-таки лимфодренажным движением вниз. Ну, что все-таки, да, какие-то вот основные программы лимфодренажные мы придерживались, но данная программа, она не направлена на то, чтобы там работать с отеками. Здесь больше акцент на коррекции морщин, на плотности кожи и на подтяжке. Также будет отлично осветляться кожа, потому что филлер-гель с фрагментированной гиалуронкой, он осветляет кожу, и коллагеновый бустер за счет пептидной своей основы, он также будет хорошо работать на осветление кожи. И здесь мы движемся линейно от носогубки, этаж за этажом, если можно так сказать. Ты как поддеваешь немножко. Да. Ну, все-таки мы фиксируемся на наши основные мышцы, на скуловую, большую и малую. И под глазом, да, когда вот мелкую сетку мы прорабатываем, стараемся шире открыть глаз. И движемся, как будто под ресничный край уходим. Еще раз, да, вначале от крыла носа по носогубке движемся вниз, а дальше линейно уходим к мочке уха. Линия к линии. Они могут накладываться друг на друга. Здесь вот эту, да, зону хочется поднять, потому что здесь много мышц вплетается, ну, чтобы и щечку мы подняли слегка, и зажим, который в области носогубного треугольника есть. И дальше мы работаем по мышце, которая поднимает крыло носа, уходим под ресничный край. Здесь может немного вибрировать мышца, да, вот в виде такого сокращения. Ну, если комфортно, вот у меня видно, скорее всего, да, то оставляем. Если не комфортно, можно снизить интенсивность на аппарате. Глазки открываем шире. И здесь у нас идет лифтинг век и височной зоны. И еще разочек. От крыла носа несколько таких круговых движений. Дальше спиралью спускаемся вниз. Здесь можно амплитуду больше, меньше делать. То есть вот как вы почувствуете, как вам хочется. И затем от подбородочной области уходим к ушку. С легкой точкой фиксации возле уха.
При этом мы сидим максимально комфортно. Спина должна быть расслаблена, ноги мы не зажимаем, мы стараемся вот максимально расслабленно сидеть, плечи не поджаты, да, мы их стараемся опустить вниз. Мне тоже захотелось шею вытянуть. Так. Ну и здесь вот эта зона, здесь мы также можем чувствовать более интенсивное ощущение микротоков, так как выходят крупные нервные окончания. Очень часто девчонки спрашивают, что вот, ну, в центральной части лица токи чувствуются сильнее, нежели на щечке. Но это абсолютно нормально, потому что анатомическое строение у нас, в общем-то, у всех одинаково. Вот центральные вот эти точки, это места выхода крупных нервных окончаний, здесь будет чувствоваться сильнее всего. Но если вы здесь, например, не особо чувствуете в середине щечки токи, это не значит, что аппарат не работает. Он работает, процесс идет, вы оказываете очень такое благотворное влияние в плане плотности и, в общем-то, восстановления вот каких-то таких хороших контуров и очертаний лица. Переходим на левую сторону. Так, пока что все понятно. Все понятно. Хорошо, дальше. Опять же таки наносим филлер. Вот у меня на это ушло где-то 5 минут, пока мы там отвлекались чуть-чуть. Наносим филлер на лоб, на верхнее веко, на нижнее веко. И стараемся обязательно левую сторону делать левой рукой. Из-под бровки такими подтягивающими движениями мы идем к волосистой части головы. Обязательно височную область точно так же движемся линейно. Под глазом можно чуть меньше сделать, мне здесь также несколько линий, 2 или 3. И круговая техника. Круговая техника для круговой мышцы глаза. И выходим кверху. Здесь мы работаем на лифтинг и на разглаживание морщин. Если есть горизонтальные морщинки на лбу, они во время такой вот техники будут хорошо заполняться фрагментами гиалуроновой кислоты. Кожа будет такая более плотная и осветленная. Под нижним веком, там, где мелкая сеточка собирается. И круговая техника. Можно прямо аж под ресничный край. Вот что хорошо в этой программе, то, что нет реабилитационного периода. То есть мы получаем все то, что, в общем-то, люди делают, когда идут на инъекционную мезотерапию, либо на биоревитализацию. То в данной программе мезолифтинг от Mesoform Pro мы можем напитать кожу гиалуронкой, внедрить бустер, и таким образом 2 в 1. Мы и расслабили мышечный спазм, сняли, например, там на лбу, либо лучики у глаз. То есть это как альтернатива ботулотоксинам. Межбровка еще. Да, межбровка. По верхнему веку вот можно еще технику маятник применить. Ну, тот, кто у нас на канале давно, да, он, скорее всего, знает эти все тонкости. Ну, в общем-то, повторить будет хорошо, потому что с верхним веком тоже очень хочется интенсивно поработать. Укрепляет верхнее веко, да? Да, подтягивает, и бровка такая вот она, как, ну, глаз, во-первых, открывается, подтяжка верхнего века есть, и у верхнее века оно более плотное становится, нет вот этой навислости. Ну, если какая-то более сложная ситуация, наверное, одной процедуры, конечно, недостаточно, да? Ну, конечно, если нужно с чем-то конкретно работать, то однозначно нужно делать курс. Так, здесь мы продолжаем наносить филлер. Долго мы его не втираем. То есть одним пальчиком захватили, распределили и сразу же приступаем к внедрению. Акцент я делаю себе на носогубку. Ну, никому не будет лишним, потому что это достаточно-таки динамически активная зона носогубного треугольника. Вот, мы там что-то кусаем яблочко, улыбаемся, несмотря ни на что. И все-таки хочется немножко поработать с носогубными складками. Область над губой проходим также, чтобы немножко делать губки такими, как более наполненными. Улучшается цвет губ, улучшается контур губ. Они, конечно, не будут такие вот прям огромные, да, но они будут натурально красивые. Они не будут поджиматься и прятаться куда-то вовнутрь рта.
но они будут выглядеть хорошо. И покажу еще раз, что делаем с нижним веком. Широко открываем глаза и под ресничный край перпендикулярно движемся. Обязательно вот здесь, но тут у меня суховато, да, вот таких вот движений, кстати, быть не должно. Нужно масенькую капельку добавить, чтобы поднять хвостик бровки. Вот. Там, где лучики у глаз. И еще разочек. Несколько круговых движений возле крыла носа. Затем спускаемся по носогубке вниз. Слушай, а если вот такой прям валик есть, да, носогубка, то так вот сложно прорабатывать вот таким образом. Как тогда быть? Так, если валик, ну не знаю, а в чем может быть сложность? В принципе, если человек сделает несколько процедур детокса, валик чуть-чуть уменьшится. И все-таки нужно стараться максимально интенсивно по носогубке, насколько это получается, пройтись по чтобы поддевать его, да? валику. Да, да. Обязательно вот его прокрутить. Может быть, не очень удобно это будет делать первые несколько процедур, но дело в том, что когда мы выполняем программы ухода, ну вот мезолифтинг с Мезоформ Про, каждая программа, она будет давать вот результат, и все это время будет идти уплотнение, кожа разглаживается и выталкивается морщинка изнутри, плюс вы руку поставите себе правильно, и все будет получаться. Но если совсем не получается, ну тогда можно попробовать хотя бы зигзагом, вот таким каким-то, чтобы было вообще суть в чем, чтобы мы как будто как растягивание какое-то делали. Если не получается вот левой рукой, например, накручивать спиральку, но все равно стараемся стремиться именно к спиральке, потому что идет больше контакт. Мы манипулу не отрываем от кожи, и тогда у нас больше идет контакт, больше внедряется гиалуронки, сильнее расслабляются мышцы. Потому что если мы будем двигаться вот, линейно по носогубке, да, также техника имеет смысл, это в случае, если неудобно, но в какой-то момент мы манипулу отрываем, да, и в это время, в общем-то, и гиалуронка там подпитывается, и все-таки меньше идет воздействие импульсов, и, в общем-то, на результат это тоже будет влиять. Но если сложно, то можно пробовать. Так, здесь мы все-таки линейно прорабатываем, потому что мышцы тут у нас, в общем-то, скуловые крупные, а хочется немного еще со щечкой на лифтинг поработать. А вот этот прием еще для носослезки, наверное. Да. Да? Что касается вот носослезки, это лучшая программа, да, здесь вот мы мелкую сетку морщин прорабатываем, работаем с носослезкой, и такая техника, она также будет вот давать, ну я не скажу, конечно, что это прям направлено на работу с малярами, либо с суфами, но связки вот, которые, в общем-то, находятся под глазами, они очень хорошо приходят в норму, и вот эти вот все какие-то либо припухлости, либо зажатости очень здорово корректируются. Так, можно еще разочек пройтись, не будет лишним. При этом стараемся шире открыть глаза, потому что плотность кожи под глазками у всех разная, и чтобы меньше было смещения, тогда мы напрягаем дополнительно круговую мышцу глаза и двигаться намного легче. Так, это мы внедрили филлер с гиалуроновой кислотой. Дальше я на аппарате ставлю режим плюс. И будем работать с коллагеновым бустером от морщин. Коллагеновый бустер хорошо работает с мимической вот активностью. Это лоб, глаза, носогубный треугольник. Но за счет состава того, что есть много коллагена, он будет давать плотность ткани. Поэтому вот когда... Сейчас у меня новый флакон прокачиваем. Когда хочется, допустим, уплотнить дополнительно щеки, вот если худенькие девчонки бывают улыбаются, и морщинки они не только в области носогубки находятся, а по всей щечке распространяются, да, как будто таким полукругом идут морщинка за морщинкой, то очень хорошо это использовать на все лицо, потому что повышается плотность кожи. И здесь мы опять же таки, да, вот работаем с межбровкой. Что мы делаем? Запрос у нас у девчонок на межбровку, потому что солнце, хочется как-то вот прям разгладить это все. Конечно, начинаем с межбровки. Такими круговыми движениями работаем.
Прям вот вы должны чувствовать, да, что где-то там, может быть, цепляется эту зажатую мышцу. Я делаю 5 повторений в одну сторону и 5 повторений в другую сторону. И потом обязательно делаем разглаживающие такие короткие линии с точкой фиксации где-то в серединке бровки. Вот центр лба. Потом, если, например, есть горизонтальные морщины, ну, по проекции я сейчас показываю на себе, опять же таки, лучше спиралькой. По морщинке работаем спиралькой. Левую сторону стараемся левой рукой. А ты бустер нанесла на филлер сверху, да? Да. Ничего не смывая, поверх наносим бустер. И еще раз с межбровкой. На вторую сторону. И разглаживающими линиями. Здесь мы и поднимаем немного, да, вот этот вот залом гордеца. Но я сейчас вам его показываю, как морщина сама выглядит, да. То есть вот наша задача вот аж захватить вот от начала бровки. Здесь мышцы вплетаются и как поднять лоб. Ты имеешь в виду вот зона проекции межбровки, да, как будто мы поднимаем эту мышцу вверх. Ну, иногда вот это вот как угрюмость, да, или не просто брови нависают, они могут вместе всем этажом спускаться вниз. И линия брови, и дополнительно нарисовывается морщина вот здесь. Вот чтобы эту зону поднимать, мы должны даже немножко вроде заходить на нос. То есть когда мы вот проработали межбровку, да, здесь все, мышцы все вплетаются. Наша задача потом вот не просто вот где межбровка, да, порастягивать эти зоны, а именно от вот этой точки, как будто такие вот, как усики у бабочки идут. Вот мы стараемся также здесь и прорисовать. От этой точки, не знаю, точка третьего глаза, наверное. Ниже. Или это я Ниже. сильно низко опускаю. Чуть ниже, чем третий глаз. И по горизонтальным морщинкам, там, где они у вас есть. Если нет морщин особо горизонтальных на лбу, то просто вот, да, для плотности кожи проходим. Немножко с этой стороны. Если неудобно левой рукой, делаете правой. Но мне, честно говоря, удобнее левой рукой, потому что вот когда я начинаю делать вот так, начинает сразу здесь все напрягаться, и здесь поднимается плечо и скукоживается. Когда мы делаем левую сторону левой рукой, а правую правой, тогда у нас более такое физиологичное положение тела. И нужно немножко вот приучить себя к этому, и будет все получаться. Вот, но что касается нижнего века, и особенно если у вас, допустим, какое-то время была отечность, склонность к отекам, то и когда отеки мы убираем после программы детокс и фейслифтинг, отеки уходят с Мезоформ Про очень хорошо, тогда вот как раз нужно на нижнее веко добавлять коллагеновый бустер для плотности кожи. Как раз будет и работа с мимическими морщинками, и уплотнение нижнего века. Да, кстати, вот спрашивают девочки, ну, мы сами-то это видели, да, то есть, когда делаешь курс, отеки, если скрытые, да, вроде бы так не было отеков у человека. Сделал курс, и вот как бы кажется, что морщинки усугубились под глазами. Да, Ты вот, об этом говоришь, да? Да. Вот есть такая история, когда, например, отек длительное время есть, но длительное время это имеется в виду не день-два, допустим, да, а когда там, не знаю, месяцы, года, то тогда, конечно, однозначно перерастягивание идет коллагеновых волокон, и получается, что когда мы убираем отек, появляется такое слово, не хочется мне повторять, дряблость, но, в общем-то, оно так и есть. Снижается тургор и эластичность тканей.